Всем привет! В этом видео я собрала 16 вкусных закусок, которые отлично подходят для новогоднего или рождественского стола. Первыми приготовим бутерброды-елочки. Они красивые, необычные и готовятся несложно. Берем тостовый хлеб или хлеб-кирпичик и вырезаем из него треугольник, срезая углы. Подготовленный хлеб смазываем плавленным сыром. Вместо плавленного сыра можно использовать творожный сыр, икорную намазку или паштет. Небольшой огурец разрезаем пополам. Половину огурца нарезаем пластинками. Полукружочки нарезаем максимально тонко, чтобы было удобно складывать елочку. На хлеб, смазанный сыром, выкладываем полукружочки огурца, имитируя веточки елки. Чтобы выложить верхнюю часть елочки, полукружочки разрезаем на четвертинки. Бутерброд-елочку украшаем красными икринками. Таким методом готовим все бутерброды. Бутерброды-елочки получились красивыми и по-новогоднему нарядными. Готовятся несложно и достаточно быстро. Они отлично украсят праздничный стол. Второй приготовим закуску с крабовыми палочками и красной икрой. Такая закуска на столе долго не задерживается. Ее съедают в первую очередь. Берем 80 грамм крабовых палочек. Если крабовые палочки сочные, как у меня, то лишнюю жидкость желательно убрать бумажными полотенцами. Также ее можно выдавить руками, сжав крабовую палочку. Палочки нарезаем на более мелкие кусочки. Одно яйцо тоже нарезаем кусочками. В чашу кладем крабовые палочки, 80 грамм сливочного сыра и нарезанное яйцо. Все взбиваем погружным блендером до однородности. Приготовленную массу выкладываем в кулинарный мешок с насадкой звездочка. На каждый соленый крекер отсаживаем массу красивой горочкой. Сверху закуску украшаем небольшим количеством красной икры. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 30 закусок. Закуска на крекерах с крабовыми палочками и красной икрой получилась красивой и очень вкусной. Она отлично смотрится на любом праздничном столе. Следующим приготовим необычный салат-закуску в виде цветка. Приготовление максимально простое, а результат потрясающий. Ярко, необычно и очень красиво. Длинный огурец нарезаем тонкими пластинками. Нарезать лучше всего овощечисткой, так полоски получаются максимально тонкими и хорошо гнутся. В процессе нарезания огурец переворачиваем. Полоски из центральной части огурца, где много семечек, не подходят, так как они рвутся. Мне для закуски понадобилось 2 длинных огурца. Берем 300 грамм уже готовой морковки по-корейски. Разрезаем ее несколько раз на более мелкие кусочки. Складываем в салат-закуску. На большое плоское блюдо выставляем пластинку огурца. Кладем подготовленную морковь по-корейски. Заворачиваем огурец. Получился вот такой лепесток. Снова ставим пластинку из огурца и заполняем ее морковкой. В каждую пластинку огурца кладем примерно 2-3 столовых ложки морковки. Таким методом складываем весь салат. У меня получилось 9 лепестков на блюде диаметром 26 сантиметров. Один помидор разрезаем пополам. Одну из половинок помидора нарезаем тонкими пластинками. Пластинки помидора равномерно сдвигаем, чтобы получилась вот такая лента. Аккуратно все скручиваем в цветок. Цветок из помидора ставим в центр салата. По желанию центр салата можно украсить помидором, нарезав его небольшими кубиками. Блюдо готово, можно подавать на стол.
Салат-закуска «Цветок» получилась очень красивой и эффектной. Готовится просто и достаточно быстро. Такое блюдо прекрасно подходит для любого праздничного стола. Следующее приготовим несложную и очень вкусную закуску в корзиночках. Приготовление максимально простое и быстрое. Берем 2 сырых моркови среднего размера и трем их на мелкой терке. Два вареных яйца тоже трем на мелкой терке. 1 плавленый сырок весом 80 грамм трем на мелкой терке. Для того, чтобы сыр легче терся, я его положила в морозильную камеру на 30 минут. В миску кладем тертую морковь, яйца и сыр. Добавляем 1 зубчик чеснока через пресс. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Заправляем примерно 2 столовыми ложками майонеза. Все хорошо перемешиваем. Приготовленную начинку перекладываем в кулинарный мешок. Я использую насадку «Звездочка», но можно обойтись и без насадки. Песочные корзинки наполняем приготовленной начинкой. Этого количества начинки хватает примерно на 20-25 корзиночек. Сверху каждую корзинку с начинкой украшаем листиком петрушки. Сюда же кладем по одной оливке. Закуска готова. Закуска с морковью в корзинках получилась красивой и с приятным пикантным вкусом. Легкость и сочность ей придает морковка, а сытность сыр. Также такую начинку можно подать на крекере или хлебцах. Пятой приготовим максимально простую закуску, которая готовится буквально за 5 минут. Закуска получается вкусная и сытная. Берем тонко нарезанную ветчину и кладем на стол. На нее наносим полоску сливочного сыра. Также можно использовать творожный сыр. Возле сыра кладем 2-3 веточки рукколы. Все заворачиваем в рулетик. Если нет кулинарного мешка, то сыр можно размазать по ветчине ложкой. Вместо ветчины можно использовать мясной балык или колбасу. Главное, чтобы кусочки были тонко нарезаны и достаточно большими, чтобы их можно было свернуть в рулетик. Таким методом готовим всю закуску. Закуска рулетики с рукколой и сыром получилась очень аппетитной и сытной. Мясо прекрасно сочетается со сливочным сыром и ароматной свежей рукколой. Шестой приготовим очень быструю закуску буквально за 10 минут. Закуска подается на шпажках, поэтому прекрасно подходит для любого праздничного стола. Сначала подготовим ингредиенты. 150 грамм сыра нарезаем примерно одинаковыми кубиками около 1,5 см. Я использую сыр гауда, но можно взять и любой другой по вашему вкусу. Лимон моем и разрезаем пополам. Половинку лимона нарезаем тонкими пластинками. Складываем закуску. На шпажку нанизываем 1 кончик лимона через кожуру. Надеваем оливку без косточки. И закрепляем 2 кончик лимона. В конце на шпажку нанизываем кубик сыра. Таким методом складываем всю закуску. Я приготовила половину канапе с зелеными оливками, а вторую половину с черными. 150 грамм сыра, 1 лимона и 1 банки оливок весом 280 грамм хватило на 35 канапе на шпажках.
Закуску красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Закуска с лимонами, оливками и сыром получилась красивой и вкусной. Готовится просто и продукты доступные. Седьмой приготовим очень вкусную закуску на слоеном тесте. Такая закуска – это прекрасная альтернатива бутербродам. Готовится несложно и нравится всем. Берем лист готового теста и немного раскатываем его в разные стороны. Я использую слоеное бездрожжевое тесто. Тесто нарезаем на квадраты размером около 8 см. Так раскатываем и нарезаем все тесто. У меня пачка теста весом 900 грамм. Она разделена на 4 одинаковых листа теста. Подготовленные квадратики теста выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. В мисочку разбиваем одно яйцо. Взбиваем его вилкой. Взбитым яйцом смазываем каждый кусочек теста сверху. На кусочек теста кладем немного томатного соуса или кетчупа. Размазываем его по всей поверхности. Соленый огурец нарезаем кубиками. Понадобится примерно 1-2 огурца. Ветчину нарезаем сначала кружочками, а затем кружочки режем кубиками. Всего понадобится 250 грамм ветчины. Также можно использовать любую колбасу или уже приготовленное мясо. Помидоры тоже нарезаем кубиками. Всего понадобится 2-3 помидора среднего размера. Сыр трем на крупной терке. Для блюда понадобится 150 грамм сыра. На подготовленное тесто кладем нарезанные огурцы. Следующее раскладываем ветчину. На ветчину выкладываем кусочки помидоров. Сверху немного наносим майонез, это по желанию. Все посыпаем тертым сыром. Закуску ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 20-30 минут. Следите за готовностью. Закуска готова. Выкладываем ее на блюдо и подаем на стол в теплом виде. Закуска на слоеном тесте получилась аппетитной и очень вкусной. Готовится просто и недолго. Такая закуска понравится всем, и взрослым, и детям. Она прекрасно подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Восьмой приготовим закуску в корзиночках с печенью трески. Она нежная и очень вкусная. Сначала подготовим ингредиенты. Огурец нарезаем небольшими кубиками. Понадобится 1 свежий огурец. 1 вареное яйцо тоже нарезаем кубиками. Печень трески нарезаем кубиками. Всего для закуски понадобится 120 грамм печени трески. В миску кладем нарезанный огурец, яйцо и подготовленную печень трески. Все немного солим. Перчим черным молотым перцем. Перемешиваем. По желанию можно добавить майонез. Приготовленной начинкой заполняем тарталетки.
Я использую песочные тарталетки, но также можно взять и вафельные. Этого количества начинки мне хватило на 12 корзиночек. Тарталетки красиво выставляем на блюдо и подаем на стол. Закуска с печенью трески получилась очень вкусной, в ней прекрасно сочетаются все ингредиенты. Огурец придает закуске свежесть, а печень с яйцом – сытность. Закуска готовится быстро и просто. Девятыми приготовим канапе с апельсином, ананасом и филе индейки. Сначала подготовим мясо. Берем примерно 300-350 грамм филе индейки. Нарезаем его на плоские кусочки. Толщина каждого кусочка должна быть примерно 1-1,5 см. Этого количества филе нам хватит для приготовления 2 видов канапе. В миску наливаем 2 столовые ложки растительного масла и 2 столовые ложки соевого соуса. Перчим черным молотым перцем и перемешиваем. В этот соус кладем подготовленные кусочки филе. Все перемешиваем, чтобы соус равномерно распределился по мясу, и оставляем мариноваться на 20-30 минут. Пока маринуется филе, подготовим остальные ингредиенты. Консервированные кольца ананаса нарезаем на кусочки. Также можно взять уже нарезанные ананасы кусочками. Берем 1 апельсин и срезаем с него кожуру вместе с пленкой. Аккуратно вырезаем ножом каждую дольку апельсина без пленочки. Подготовленные дольки апельсина нарезаем кусочками. Филе уже замариновалось. Смазываем хорошо разогретую сковороду-гриль растительным маслом. Выкладываем на нее кусочки маринованного мяса. Обжариваем мясо до готовности, сначала с одной стороны, а затем с другой. Также можно обжарить филе на обычной сковороде или запечь его в духовке. Готовое филе снимаем со сковороды и даем ему остыть. Остывшее филе нарезаем небольшими кусочками. Складываем канапе. На шпажку нанизываем кусочек апельсина, ананас, обжаренное мясо, ананас, апельсин. Так готовим все канапе. Канапе с апельсином, ананасом и филе индейки получились вкусными и необычными. В них прекрасно сочетается кисло-сладкий вкус фруктов с ароматной и нежной индейкой. Готовятся они просто и всегда расходятся на ура. Десятыми приготовим канапе с индейкой, грибами и огурцом. Филе индейки мы уже подготовили в первом варианте канапе. Теперь подготовим остальные ингредиенты. У одного сладкого перца срезаем верхнюю и нижнюю части. Вырезаем семенную коробочку. Перец сначала нарезаем полосками, а затем небольшими квадратиками. Огурец нарезаем кружочками толщиной примерно 1,5 см. Затем эти кружочки разрезаем пополам на 2 полукружочка. Складываем канапе. Первым на шпажку нанизываем маринованный грибочек, затем кусочек перца. Отрываем кусочек листа салата и складываем его в 2 или 3 раза. Нанизываем на шпажку листик салата и кусочек индейки. Все это вставляем в подготовленный огурец. Так готовим все канапе на шпажках. Канапе с индейкой, грибами и огурцом получились очень вкусными и красивыми. Готовятся они несложно и быстро, а на столе выглядят празднично. По желанию индейку можно заменить ветчиной. Следующий приготовим мою любимую пикантную закуску с ананасом. Закуска необычная, но очень вкусная. Если вам нравится необычное сочетание сладко-соленого вкуса, то этот вариант придется очень кстати. Сначала подготовим все ингредиенты. 80 грамм консервированного ананаса нарезаем небольшими кусочками. 80 грамм сыра трем на мелкой терке. В миску к сыру добавляем нарезанные ананасы. Сюда же выдавливаем через пресс 1 зубчик чеснока. Добавляем 1-2 столовые ложки майонеза и перемешиваем. Будьте внимательны, майонеза много не кладите, так как жидкость даст еще ананас. Приготовленную смесь выкладываем на кружочки соленого крекера. Для этой закуски я использую крекер чуть большего диаметра, чем обычный.
Сверху закуску украшаем зернами граната. Пикантная закуска с ананасами получилась красивой и вкусной. Она отлично разнообразит и украсит праздничный стол. Готовится просто и быстро. С ее приготовлением справится каждый. Следующее приготовим закуску пенечки. Приготовление очень быстрое и продукты максимально доступные. Один французский багет разрезаем на кусочки высотой примерно 2-3 см. Чем тоньше багет, тем выше делайте кусочки, чтобы поместилось больше начинки. В каждом ломтике частично вынимаем мякоть, донышко должно остаться. Оставшийся в середине мякиш утрамбовываем ложкой. Должна получиться как бы корзиночка. Готовим начинку. 500 грамм шампиньонов моем, разрезаем пополам и нарезаем произвольными кусочками. Одну луковицу нарезаем кубиками. На горячую сковороду выкладываем нарезанные грибы. Готовим на большом огне, периодически перемешивая до испарения всей жидкости. Когда вся жидкость испарилась, наливаем немного растительного масла. Кладем нарезанный лук. Обжариваем грибы с луком на среднем огне. В конце все солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Снимаем начинку с огня. Уже подготовленные кусочки из багета выставляем на противень от духовки. Приготовленной начинкой заполняем пенечки из багета. 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Сыр нужно брать такой, который хорошо плавится. Тертым сыром посыпаем все пенечки. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 10 минут. Сыр должен расплавиться, а багет подсохнет сверху и станет хрустящим. Закуска пенечки готова. Блюдо, на котором будем подавать закуску, украшаем листьями салата. Выставляем готовую закуску. Из этого количества начинки у меня получилось 16 пенечков с начинкой. Закуска пенечки получилась очень вкусной и сытной. Готовится просто и достаточно быстро. Она прекрасно подходит на любой праздничный стол. Следующими приготовим канапе с хлебом. Они оригинальные, простые в исполнении и вкусные. Подготовим ингредиенты. Помидоры черри разрезаем пополам. Берем кусочек тостерного хлеба и отрезаем от него краюшки. Мякиш раскатываем скалкой в тонкий пласт. Смазываем его сливочным сыром. Я смазывала сливочным сыром альметте с зеленью. Также можно смазать плавленым сыром янтарь. Хлеб сворачиваем в рулетик. Если края получились некрасивые, то их отрезаем ножом. Сам рулетик разрезаем на 2 или 3 части. Все зависит от величины тостерного хлеба. Складываем канапе. На подготовленные рулетики кладем по кусочку салатного листа. На шпажку нанизываем оливку и половинку помидорчика черри. Вставляем ее в хлебный рулетик. Таким методом складываем все канапе. Канапе с хлебом получились очень вкусными, красивыми и сытными. Готовится просто и на столе смотрится просто шикарно. Следующее приготовим закуску с колбасками, яйцом и огурцом. Она красивая и несложная в приготовлении. Продукты все доступные. Сначала подготовим ингредиенты. Свежий огурец нарезаем кружочками. Каждый кружочек разрезаем пополам. 2 вареных яйца тоже нарезаем кружочками. Тонкую охотничью колбаску нарезаем красивыми кружочками. 80 грамм сливочного сыра кладем в кулинарный мешок с насадкой звездочка.
Складываем закуску. Берем круглый соленый крекер и выдавливаем на него немного сливочного сыра, чтобы приклеить начинку. Кладем кружочек из яйца. Сбоку на яйцо выкладываем половинку огурца. Из кулинарного мешка отсаживаем 2 звездочки сливочного сыра. На сливочный сыр выкладываем 2 кусочка колбаски. Украшаем листиком петрушки. Закуска готова. Таким методом готовим все остальные закуски. Закуска на крекере с колбасками, яйцом и огурцом получилась красивой и сытной. Готовится просто и получается всегда. Такая закуска будет уместна на любом праздничном столе. Следующий приготовим закуску с селедкой. Такая закуска выглядит нарядно и ярко. Готовится из продуктов, к которым мы привыкли с детства. Приготовить ее не составит особого труда. Сначала подготовим ингредиенты. 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Сюда же к сыру тоже на мелкой терке трем 100 грамм отварной свеклы. Добавляем 1-2 столовых ложки майонеза и перемешиваем. Майонеза много класть не нужно, чтобы потом начинка не сползала с крекера. Сервировочное кольцо, в котором будем формировать начинку, внутри смазываем растительным маслом. Кладем кружочек соленого крекера и на него ставим кольцо. В середину кладем начинку из свеклы и сыра. Кладем примерно 1 столовую ложку. Все утрамбовываем ложкой. Удобно использовать чайную ложку. Для этой закуски я использовала крекер чуть большего диаметра, чем обычный. Снимаем кольцо, немного его прокручивая. Сверху начинку, если нужно, выравниваем ложкой. Таким методом выкладываем начинку на каждый крекер. Филе сельди нарезаем небольшими кусочками. Каждый кусочек сельди выкладываем сверху на сырно-свекольную начинку. Так готовим все закуски. Сверху каждую закуску украшаем маленькой веточкой петрушки. Закуска с сельдью получилась очень вкусной и красивой. Готовится из самых доступных продуктов. Такую закуску все захотят попробовать. Следующий приготовим простую закуску с сырно-чесночной начинкой. Она легкая в приготовлении и ингредиентов немного. В миску трем 80 грамм сыра на мелкой терке. Также сюда трем 1 яйцо на мелкой терке. Небольшой пучок укропа измельчаем ножом. Укроп насыпаем в миску к сыру с яйцами. Сюда же через пресс выдавливаем 1 зубчик чеснока. Добавляем примерно 3 столовых ложки майонеза и перемешиваем. Приготовленную смесь перекладываем в кулинарный мешок. Начинку отсаживаем на соленый крекер в виде горок. Если кулинарного мешка нет, то начинку можно выложить чайной ложкой. Сверху закуску украшаем ягодами клюквы. Из этого количества ингредиентов получилось 25 закусок на крекерах.